Цена комбайна СК5 Нива в Канаде $28 000. Комплектация: жатка 4 метра, подборщик, указатель потерь зерна, а также автоматический регулятор загрузки молотилки ARSM, метрические инструменты, а также комплект запасных частей. Комбайн Нива СК5 эксплуатировался на различных культурах провинций Саскачевана и Альберты в течение 169 часов при уборке 354 гектар. На протяжении всего теста проводились сравнения с эталонным комбайном John Deere Sidehill 6600. Функциональные показатели комбайна Нива СК5 были очень хорошими на сухих, зерновых и масличных культурах. Потери зерна за соломотрясом ограничивали производительность комбайна. Двигатель обладал достаточной мощностью для уборки культур стандартной влажности, но работал на пределе своих возможностей при уборке культур с повышенной влажностью и на полях со сложным уклоном. Расход топлива варьировался от 14 до 18 литров в час. Предварительный очиститель воздухозаборника двигателя был неэффективен, что приводило к быстрому забиванию фильтрующих элементов. При температуре ниже плюс 5 градусов запуск двигателя был затруднен. После модернизации стабильность работы устройства автоматического управления подачей хлебной массы была очень хорошей. Автоматическое управление подачей не могло использоваться в громоздких валках, и его пришлось переключать в ручной режим. Установленный на заводе указатель потерь зерна был очень прост в настройке и был достаточно точным. Система рулевого управления и колесные тормоза были крайне неэффективны, так как было невозможно поворачивать на большинстве поворотов, не останавливаясь и не используя движение задним ходом, чтобы войти в поворот. Расположение рычагов управления в кабине оператора было плохим. Многие элементы управления были расположены неудобно. Кабина была очень пыльной из-за недостаточной герметичности, даже несмотря на надпись «герметизирован». Уровень шума в кабине оператора находился на уровне 90 дБ. Видимость с места оператора была хорошей днем, но плохой ночью из-за плохого и недостаточного освещения на большом расстоянии и отражения света от жалюзи на лобовом стекле. Видимость уровня зерна в бункере была достаточно хорошей. Перегоны к месту работы были утомительными из-за плохой управляемости и низкой максимальной скорости – 21 км в час. И видимость была сильно ограничена зерновым бункером, требующим особой осторожности на перекрестках дорог. Емкость зернового бункера была слишком мала и не соответствовала мощности по обмолоту и сепарации. Муфта выгрузного шнека была непригодна для выгрузки зерна на ходу. Комбайн Нива СК5 легко приспосабливался к конкретным полевым условиям. Простота обслуживания была хорошей. Молотильный барабан, транспортер наклонной камеры, шнек жатки работали стабильно. Забивание было нечастым, даже при уборке засоренных культур. Камнеуловитель был недостаточно эффективным и все-таки позволил нескольким камням попасть в молотильный барабан. Камнеуловитель было крайне неудобно чистить. Хотя в руководстве по эксплуатации содержится много информации, включая список запасных частей, оно очень многословно, трудно для понимания и не содержит некоторой необходимой информации. Возникло большое количество незначительных поломок. Большинство проблем возникло из-за неправильной предварительной подготовки комбайна местным дилером. Кроме того, обслуживающий персонал дилера не был знаком с техническим обслуживанием и регулировкой комбайна в целом. Рекомендации. Рекомендуется, чтобы производитель рассмотрел изменение рулевого управления и улучшение работы колесных тормозов, увеличение емкости зернового бункера, изменение муфты разгрузки зернового бункера для обеспечения возможности разгрузки комбайна на ходу, увеличение скорости подъема жатки и максимальной высоты подъема жатки, обеспечение безопасного и простого метода отбора проб зерна,
предпочтительно с места оператора, предоставление измельчителя и разбрасывателя соломы в качестве доступных опций, изменение исполнительного кабеля автоматического управления подачей для обеспечения работоспособности системы управления, обеспечение фиксации спинки сидения для повышения безопасности оператора. Большинство испытателей, спускаясь в кабину комбайна, опирались на спинку сидения и падали вперед, когда спинка складывалась. Кабина была достаточно высокой, чтобы можно было работать стоя. Изменение жалюзи на лобовом стекле, чтобы их можно было легко откинуть в сторону для работы в ночное время, а также для очистки лобового стекла. Изменение системы освещения для обеспечения лучшего освещения на дальние расстояния перед комбайном для работы в ночное время. Улучшение герметичности кабины. Установка выключателя массы в кабине оператора. Усовершенствование камнеуловителя. Производитель заявляет, что геометрия рулевого управления изменена для обеспечения более резких поворотов. На новой модели Niva SK5 будет установлен зерновой бункер 4,5 кубических метра. Существующая муфта выгрузного шнека предназначена для разгрузки на ходу. Обеспечение отбора проб зерна, в том числе отбора зерна, идущего на домолот, с платформы оператора потребует серьезных конструктивных изменений в комбайне. Измельчитель соломы теперь доступен в качестве опции для комбайна Niva SK5. В новую модель Niva SK5 встроен доработанный автоматический регулятор подачи хлебной массы. На новой модели Niva SK5 будет установлено более удобное сиденье оператора с фиксирующейся спинкой. Новые жалюзи с более широким расстоянием между ними обеспечивают лучшую видимость в ночное время и улучшают доступ для очистки лобового стекла. Система освещения будет изменена на новой модели Нивы. В настоящее время в качестве опции доступны дополнительные рабочие фары. На новой модели Niva SK5 будет установлена новая конструкция кабины с улучшенной герметичностью. Выключатель массы будет установлен в кабине оператора. На новой модели Niva SK5 будут установлены модифицированные узлы гидравлических рычагов управления всех рабочих органов комбайна. Камнеуловитель будет доработан на новой модели Нивы. Узел соломонабивателя-копнителя будет полностью снят с комбайнов, продаваемых в Западной Канаде, и будет заменен. Новые руководства по эксплуатации будут поставляться в комплекте с таблицей смазки и информацией обо всех необходимых регулировках. Система автоматического управления подачей хлебной массы определяла количество хлебной массы, поступающей в наклонную камеру комбайна, и автоматически регулировала скорость движения комбайна в соответствии с количеством хлебной массы в транспортере наклонной камеры. Два дополнительных рычага, размещенных слева от сидения оператора, использовались для настройки управления подачей. В комбайне Niva SK5 было 109 точек для смазки. График смазки, изложенный в руководстве по эксплуатации, а также схема, сбивали оператора с толку. 33 точки смазки не были включены в таблицу смазки. Производительность комбайна Niva SK5 была больше, чем производительность эталонного комбайна John Deere Sidehill 6600. У Нивы было меньше потерь зерна, чем у эталонного комбайна при работе одинаковой скоростью. При обслуживании двигателя необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать скольжения и падения с комбайна. Усугубляющей проблемой на протяжении последней половины испытаний было попадание воздуха в топливную систему, приводящее к потере мощности, грубому холостому ходу и плохому пуску двигателя. Обслуживающий персонал дилера не смог устранить проблему. Большинство подшипников на комбайне Niva SK5 имеет уникальную конструкцию, несовместимую с североамериканскими подшипниками, и требует специальных инструментов для снятия и монтажа. Специальные инструменты были поставлены вместе с комбайном и функционировали надлежащим образом. Испытатели, поработав на нашей Ниве, наверное, поняли, почему в СССР уборку называли битвой за урожай. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!